Ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас в прекрасном Ростове-на-Дону. Честно говоря, мы думали, что видели все автодома на базе российских автомобилей. Как вдруг открываем новости, а там вот такое. С большим удовольствием и вашему вниманию, красавец, правда? Обзор, поехали! Итак, ребятушки, что к чему? С вашего позволения, Ростов Ростовом, но дует, будь здоров, рядом с Ростов-ареной, так что будем вот так вот писать обзор. Короче говоря, перед нами дом на колесах на базе грузового внедорожника ГАЗ Садко Next. То есть было у нас вот такое, а стало прекрасное вот такое. Этот автодом сделан в Нижнем Новгороде. Компания Forward. Что еще за компания Forward такая? Открываем сайт, и вот что там написано. Компания занимается созданием автомобилей специального назначения. Преимущество: предприятие полного цикла, более 70 квалифицированных специалистов, а также наличие ОТТС на производимые автомобили. То есть это дом на колесах, а это очень важно, это официально по документам дом на колесах. То есть получается, что компания довольно серьезная, и если вы интересуетесь темой автодомов, на Forward точно стоит обратить внимание. Но вернемся к нашему прекрасному автодому. Он сделан, повторюсь, на базе грузового автомобиля ГАЗ Садко Next. Что у нас сейчас после переделки? Длина 7,6 метра, роскошнейший дорожный просвет 315 мм. Давайте пройдемся быстренько по кругу. Заливная горловина. У нас два бензобака по 95 литров каждый. Заказчик захотел два бензобака, он ездит на дальнее расстояние. Здесь у нас заливка чистой воды, там у нас душ и туалет, все посмотрим. Слив серой воды. Это на самом деле важная вещь. Вы можете ходить в душ и в туалет вот хоть прямо здесь, на стоянке рядом с Ростов-ареной. Все, так сказать, уходит в этот серый бак, а потом поехать куда-нибудь за город, там, в специальную стоянку, и там все это дело слить. А сзади у нас запасочка, вот здесь запасочка. Задняя дверь, у нас два варианта входа в автодом, это сзади и спереди. Ох, красота! Плюс сзади можно загрузить что-то тяжелое, то есть что-то габаритное, тяжелое, открыть дверь и нормально положить. Ты посмотри, что на крыше там. Там здоровенная платформа, это с коптера надо посмотреть, что там наверху. Но есть выносная лестница, ставится и можно подняться наверх. То есть крышу использовать как какое-то доп. Пространство. Еще одна заливная горловина, напомню, два бензобака по 95 литров. Электричество, вот, пожалуйста, можно подключить электричество. Еще одна дверь, очень удобно, кстати, то есть с той стороны у нас одна водительская дверь, здесь дверь пассажирского отсека. Но чтобы попасть в жилой модуль, нужно использовать или вот эту вот дверь, еще посмотрим, что к чему, или, так сказать, задние ворота, ну, тут можно довольно удобно подняться и попасть сюда. Что касается жилого модуля, то есть вот этой вот всей надстройки. Слушай, солнце выглянуло, да? Вроде получше стало. Ростов, распогодилось, хорошо. Так вот, что касается жилого модуля. Он изготовлен из композитных материалов, собран на трубчатой раме и, разумеется, утеплен. В целом, в компании Forward говорят, что этот дом на колесах можно эксплуатировать от минус 50 до плюс, точно ошибки нет, до плюс 120 градусов. Он не расплавится. А, собственно, все. Давайте поднимемся внутрь, посмотрим, что к чему. Самое интересное внутри. Идем. Ребятушки, добро пожаловать. Один из самых необычных... А что я корячусь? Можно в полный рост стоять. Это же ГАЗ Садко Next. Короче говоря, один из самых необычных автодомов, которые мы снимали. По всем параметрам. По компоновке, по габаритам, по тому, что захотел владелец и как сделали. Нюансов миллион. Кондиционер. За вами дровяная печка. Кухни нет. Почему? Вопросов много. Значит, давайте по порядку, спокойно. Прежде всего, важный момент. Человек в этом автодоме уже живет. Он на нем уже много проехал, прям активно пользуется. Поэтому соль, лук, носки, топор. Не обращайте внимания. Во-первых, дверь вот так вот закрывается. Несколько ящиков вот тут. Вот тут уже можно стоять в полный рост. Высота прям полноценная. ГАЗ Садко Next кабина. Два сиденья здесь. То есть здесь можно раз, два, три. Впятером можно на этом автодоме полноценно путешествовать. То есть ехать далеко. Раз, два, три, четыре, пять человек могут сидеть. Кондиционер. Да? Можно поставить автомобильный кондиционер. Это уже все давно поняли, так сказать. И, возможно, в следующих версиях уже вот такого не будет. Но здесь, во-первых, были сроки сжаты. Во-вторых, так сказать, по желанию владельца. Ну, вот в таком виде пока вот здесь вот. И здесь у нас вот такое вот пространство. 4,5 метра длина модуля. Вот вы сейчас вот там стоите, а я вот здесь, далековато, да? Тут прям можно спортом позаниматься. Высота 2 метра, ширина, видите сами. Это все превращается в огроменную кровать. Спорное решение, согласен. То есть мы закрыли, вот на фотографиях, да, сделали кровать, столик опустили, и после этого, как, так сказать, пролезть? Только по кровати лазить, если вам нужно попасть туда. А здесь у нас что в этой двери? Здесь у нас душевая кабина, в которой, видимо, хозяин не особо пользуется, потому что, видите, вот чего. Видимо, пока еще не было необходимости пользоваться душевой кабиной. А туалет
О. А туалет находится с той стороны. То есть, если у вас кровать здесь, вы за рулем, и как-то вот перемещаетесь тут, нужно через кровать перелезть или в трусах по улице перебежать, чтобы попасть в туалет. То есть спорное решение над компоновкой, возможно, стоит еще подумать. Так вот, давайте поменяемся местами. Несколько шкафов вот здесь. Вот освещение тоже, все, пожалуйста, как хотите. Можно такие лампы, можно сякие, белый, желтый свет, все, что хотите. Значит, столик поднимается. Здесь можно сидеть. Это у нас большая гостевая зона. Розетки, USB, лампочки вот с этой, с той стороны. Это что такое? Фоторамочку можно сделать. Как на РЖД можно написать меню услуг, чай, вафли. Печка. И здесь самый главный вопрос. Зачем? Ну, опять же, это по желанию владельца. Он сказал, что мне нравится. Я, говорит, топлю печку, тепла хватает на всю ночь. Ему нравится и процесс, и запах. Дрова лежат, много дров, пожалуйста, для розжига. И здесь у нас стоит печка, каминчик такой. Романтик, почему бы и нет. И здесь у нас туалет, вот такой очень симпатичный биотуалетик. Причем, смотри, какая дверь. У душевой кабинки дверь нормальная. Да, а здесь такой с утра. Ну и теперь самое интересное. 4×4. Двигатель 4 с лишним литра. ЯМЗ, кстати, да. И это у нас газ Satco Next. Попросим прокатиться. Надо попросить прокатиться. Хозяин вообще классный мужик. Да, ребятки, редчайшая удача. Владелец этого дома на колесах, что бывает редко. Ни разу мы не видели владельца домов на колесах. Очень приятно, что нашли время. Счастливый владелец. Правда? Да. Пожалуйста, расскажите, зачем вы это себе купили? Это как бы мечта. Просто-напросто. Очень удобно для работы, для отдыха. Я считаю, дело перспективное. Вот этот автодом, Ага. ну, по крайней мере, мне очень понравилось. Если не секрет, чем занимаетесь? Я в данный момент на пенсии. Олигарх, наверное, вы? Нет, я обычный рабочий. Я машинист автомобильного крана, хорошо зарабатываю. Я себе позволил сделать такую покупку. Крановщик в России может заработать на дом на колесах за 5 миллионов. Может быть, не может заработать, потому что кредит еще. Кредитный. Висит. Кредитный автомобиль. Так. Часть денег заплачена, часть кредит. Согласитесь, что это довольно редкое явление, что человек рабочей профессии в России покупает такой дом на колесах. Мы первый раз такой видим, и это круто. Да, это, скорее всего, исключение, чем правило. Так. Ну, дело в том, что у каждого свое в голове. Я захотел, и я осуществил свою мечту. Это здорово. Так. Да. Интересная компоновка внутри. Нет кухни, туалет с душем отдельно и камин. Зачем вам камин, если не секрет? Камин это обязательно. Это я первым делом сказал, что надо. Где-то за городом остановился, на том же пляже. Что-то холодно, всегда можно затопить его. Это очень удобно. Дров у нас в России очень много. Поэтому вот сейчас я живу в нем. Если есть возможность розеткой подключиться, я подключаюсь. Нету, я топлю дровами. Очень замечательно. А если не секрет, это как бы ваше постоянное место проживания получается? Или у вас есть как-то Нет, у меня традиционное есть жилье? квартира. Да, конечно. То есть не пришлось квартиру продавать, чтобы вот это купить? Нет, не пришлось. Все, вопросов нет. Кружочек сделаем? Да, Сделаем. поехали. Так, а это у вас одеялка? Да, это подселить, потому что я тут планирую чехлы кожаные, чтобы не вытиралось. Движок дизель ЯМЗ 53443, 4,4 литра, 150 сил. Да, 150. Достаточно 150 сил для 6 тонн? Да, очень даже легко идет. Так, поворачиваем. Как вам нормально крутить Да, габариты вот такого? А ну, вы, наверное, на большом транспорте катались и не раз. конечно, это же моя профессия. Всю жизнь, с 18 лет. Как получил права, сразу забрали в армию, сразу на транспортный бензовоз попал. А куда ездите, если вот не секрет, работать? Везде приходится работать. По всей России? По всей России я на вахте был на Колыме. Я был на землетрясении в Спитаке. Ого! Когда было землетрясение. Я был в первую чеченскую компанию, восстанавливали мы Грозный. Это тоже непросто было. Война идет, а мы работаем. Опыт, скажем, такой. Вопрос. Движок свистит. Да, это нормально. Это нормально? Да. Это отечественный двигатель.
Если сюда поставить шумоизоляцию, она будет как бы получше. А можно сделать, да, шумоизоляцию? Да, да. Просто не доходят руки. Вопрос по поводу механики. Вы ездили на автомате? Да, у меня легковая машина на автомате. И что скажете? Дело в том, что этот автомобиль, он и должен быть с такой коробкой. Потому что он полноприводный. Да. Это грузовик, потянуть машину какой-то надо, прицеп. Это Ага. очень удобно. Возможностей больше. Да, и как бы мне это привычнее. Так вы бы за 5 миллионов могли купить Мерседес Нет, я не хочу Мерседес. или БМВ. Я не хочу такие машины. Это просто кататься. А это дом. Почему у вас нет кухни? Ну, готовить в салоне. Это запахи приготовки. Это можно вынести, скажем, на улицу или сюда за сиденье. Но вы, то есть, при необходимости тут готовите иногда? Да, ну, конечно, подогреть можно что-то там, разогреть. Что по расходу топлива? Ну, по городу где-то около 20 литров. 20 литров дизеля. Да. По трассе, естественно, меньше. А чем увлекаетесь в свободное время? А я занимаюсь зимним плаванием. Моржеванием? Моржевание, да, скажем так. Здорово. Я еще прыгаю с парашюта до сих пор. О, ничего себе. Мне нравится это занятие. А сколько вам лет? Вы, извините за такой нескромный Мне вопрос. просит 59-го года, мне 62,5 года. И вы в 62 прыгаете с парашютом? Да, это замечательно. Замечательно. Конечно. Здоровье позволяет, если я работаю, почему бы и не заниматься экстремальными видами спорта. Так все-таки не жалко было такую сумму отдавать? Нет, ни в коем разе. Сумма денег – это дело наживное. А вот мечту осуществить – это да. Спасибо вам большое, что нашли время. Пожалуйста. Огромное спасибо. И удачи вам Да, да. в путешествиях. И не только. Мечты сбиваются, надо хотеть. Точно. Ребятушки, вот такая вот необычная и приятная история. Во-первых, собственно, сам автомобиль ГАЗ Sadco Next. Честно говоря, вот первый раз мы видим дом на колесах на базе этого автомобиля и понравилось. Второе, конечно же, стоимость этого дома на колесах и человек, который его купил. 5 миллионов 200 тысяч рублей. Да, не сразу, да, в кредит, но у человека была мечта, и он ее исполнил. Ждем ваши комментарии. Интересный проект, правда? Привет из Ростова-на-Дону. Увидимся. Пока.